Сегодня готовим эстонский национальный десерт. По вашим просьбам хлебный суп или лейва суп. Как же это вкусно! Head суп. Здравствуйте, мои хорошие! Тере вам всем из Эстонии, из Таллина. Сегодня по вашим просьбам и моим обещаниям будем с вами делать эстонский национальный десерт, который называется лейва суп. Да, бывает и такое. Суп из хлеба. Пробовали когда-нибудь такое эстонское национальное блюдо? Десерт нет? Сейчас покажу вам. Вот, смотрите, что у нас здесь такое нехитрое, но интересное, да? Главное, что очень бюджетно и дешево, я бы сказала, все это. Значит, всю граммовку оставлю в описании. Сейчас смотрите сам принцип. Берем хлеб черный, крошим его в кастрюльку на кусочки, кастрюльку, и сейчас зальем водой. Хлеб должен быть все-таки такой вот, как сухари, что у вас там осталось. Один у меня полумягкий, вторые вот такие вот сухарики. Хлеб черный. Этот не очень крепкий. Вот горбушку вообще не разломить. Вот это тоже. То есть остатки, представляете, как это вот хорошо, удобно, да, и безотходное производство. И питательное, и полезное, и вообще все такое. Значит, этот хлеб черный, именно черный, на кусочки в кастрюлю, и я заливаю где-то литром водой. И ставим на небольшой огонь, и будем это все варить, пока хлеб наш не станет мягкий. Вот это пока все, что нам надо с вами. Можно вопрос задал? Да, пожалуйста. А воду наливать фильтрованную или из-под крана? Ну, я всегда везде наливаю фильтрованную. Ага. Еще вопросы? Зал. Так, и заливаем водой литр. Если налить больше, он будет больше такой жидковатый, а нам все-таки, я люблю, когда он его ложкой ешь. И вот так. Вид у него сначала не очень, да, я понимаю. Выглядит это все пока, как будто мы в тюрьме. Но поверьте, мне это очень вкусно. Так, все, варим. Кипит наш хлебушек. Вот так вот его варим, пока не станет мяконький. Сварился наш хлеб с водой. Сварился. Ну и все. Десерт закончен. Берем ложки и кушаем. Дальше. Хоть что-то в этом шикарное. Возьмем золотую миску сито. И будем теперь протирать сквозь сито эту нашу хлебную массу. Это для внутреннего употребления. Внутреннего, Вася, для внутреннего. Для внутреннего употребления. Муж никак не может поверить, что такой десерт. Да будешь есть и облизываться. Употреблять внутрь? Или... Внутрь. А ты думал суставы мазать? Это очень вкусно. Так, протираем сквозь сито, чтобы это вот была однородная такая масса. Пропустили через сито наш хлеб наш. Уже выглядит он совсем по-другому. И перекладываем его в кастрюльку, в емкость. И добавляем сюда все
остальные ингредиенты. Включаем плиту и добавляем остальные ингредиенты. У нас немного кислого сока. У нас палочка корицы. Сахар, граммовки в описании. Ванильный сахар. И промытый изюм. Все это сюда складываем. Дадим закипеть. И некоторое время поварим. Немножко. Закипел и поварим. Минут, 10, может быть, поварим. Прокипел он достаточно, поменяла кастрюлю. У меня какая-то та кастрюля, на ней все горит, какая-то странная, она, видно, не для индукционной плиты. Все, в общем, сварилось. Консистенция вот такая. Теперь мы удалим стручок корицы и выключаем. И дадим этому немножко постоять, остыть. Берем сливки жирные и взбиваем, потому что подается этот хлебный суп со сливками взбитыми. Постоял чуть-чуть, остыл. Чем больше он будет стоять, тем он будет густеть, еще более густой. Поэтому смотрите, как вам нравится. Я люблю вот такой густоты консистенция, чтобы была. Разливаем полностью, это все должно остыть полностью. И взбиваем сливочки наверх сливки. Разложили мы наш десерт. Он у нас остывает. Тем временем взбитые сливки, жирные сливки, 400 мл, 35%. Ну, 400 мл сюда многовато. Но муж сказал, что он позаботится о том, об этих сливках, они не пропадут. А черничку приготовила, есть остатки, можно для украшения, можно этого не делать. Можно, даже не знаю, просто шапочка взбитых сливок. Ну, в общем, я сюда сахар добавляю, конечно, 2-3 столовые ложки. И обычные, значит, взбиваем. Обычно взбиваем венчиком или как это, миксер. Сливки взбились, переворачиваем их. Если из миски ничего не шлепается на пол, значит они взбиты правильно. Теперь берем ложечку и просто, может быть, кондитерский мешок, конечно, это все красиво, но у меня этого ничего нет. Я просто ложкой выкладываю сливки на десерт. Вот эдакой шапочкой кладем сюда взбитые сливки. Можно украсить черникой. У меня осталось немножко черничек, поэтому я украшу. Не замысловато, в общем, все это просто. И вы не представляете, как это вкусно. Давайте попробуем. Ну вот, например, этот. Вот он достаточно густой. Именно такой должен получиться. Вы не представляете, никогда бы не подумала, если бы сама не делала, что это сделано из хлеба. В общем-то, очень недорого получается, да? Очень оригинально, попробуйте это, ну, может каждый сделать. Очень вкусно. Всем рекомендую. Все в описании, все вот эти раскладки по продуктам. Не оторваться. Это очень вкусно. Необычно. Супер. Аппетитно. Ну, красота же, и вкуснота, и сытно, и вкусно, и оригинально, и каждому доступно, да, ведь это совершенно недорого. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пробуйте, готовьте. До следующего видео. Прощаюсь с вами. Я Тайка, я Приятного всем аппетита. Пока.